Привет, друзья! В этом видео мы разберемся с японскими свечами, одним из самых лучших инструментов в трейдинге. Если вы хотите научиться читать графики и понимать, что происходит на рынке, обязательно досмотрите до конца. Я расскажу, что такое японские свечи, почему они важны для трейдеров, как их правильно читать и какие модели стоит знать, чтобы принимать правильные решения. И начнем мы, конечно же, с того, что такое японские свечи. Японские свечи – это такой способ отображения ценового движения на графике. Он появился в Японии более 300 лет назад. Каждая свеча показывает определенный временной интервал. Это может быть минутка, час, день, неделя и так далее. Свеча показывает, где цена открылась, где закрылась, а также максимум и минимум за этот период. Это позволяет нам быстро и просто видеть, что происходит на рынке. Японские свечи стали популярными, потому что они дают много информации. В отличие от линейных графиков, которые показывают только цену закрытия, свечи показывают всю картину. Открытие, закрытие, максимум и минимум. Это помогает трейдерам лучше понимать, что творится на рынке и принимать более грамотные решения. Каждая свечка – это в принципе не просто цифры, а целая история о том, как менялась цена. Почему вообще именно японские свечи, а не другие графики, такие как линейный, бары или хайкинаши? Японские свечи дают гораздо больше информации о движении цены и настроении участников рынка. В отличие от линейного графика, который показывает только цену закрытия, свечи, как я уже сказал, отображают открытие, закрытие, максимум и минимум за определенный период. Это позволяет получить полное представление о том, что происходит на рынке. Если же говорить про бары и хайкинаши, бары тоже показывают открытие, закрытие, максимум и минимум. Но их визуальное восприятие не такое наглядное, как у свечей. Свечи легче читать и воспринимать благодаря своим цветам и форме. Касаемо хайкинаши, этот тип графика, кто не знал, сглаживает данные и часто скрывает весьма важные сигналы о разворотах. В общем, представьте, что вы хотите купить машину. Вы можете просто посмотреть на цену, а можете изучить, как она ездит и какие у нее характеристики. Так и с японскими свечами. Они дают полное представление о рынке, что, естественно, очень важно для успешной торговли. Поэтому японские свечи – это незаменимый инструмент для всех трейдеров, который позволяет лучше понимать динамику рынка и, соответственно, находить более проходимые точки входа. Ну и давайте перейдем к типам японских свечей. У нас есть два основных типа – бычьи и медвежьи. Бычьи свечи зеленые говорят о том, что покупатели контролируют рынок, а медвежьи красные говорят о том, что продавцы берут верх. Но это только начало. Важно также смотреть на размер тела свечи и длину теней. Чем больше тела, тем сильнее движение цены. Если у свечи длинные тени, это может значить, что на рынке сейчас неопределенность или настроение меняется. Теперь, когда мы знаем о типах свечей, давайте разберемся, как их читать. Начните с изучения тела свечи. Чем больше тела, тем сильнее движение. И обратите внимание на тени. Это максимумы и минимум за период. Длинная верхняя тень может указывать на сильное сопротивление, а длинная нижняя – на поддержку. Важно также учитывать контекст. Например, если вы видите бычью свечу после падения, это может означать возможный разворот. Если медвежья свеча появляется после роста, это может говорить о том, что покупатели потеряли интерес. В общем, если внимательно читать свечи и обращать внимание на детали, то вы всегда будете видеть общую картину движения цены. Итак, давайте наконец перейдем к самой интересной части. Это модели японских свечей. Кстати, сразу поясню, свечные модели – это не просто красивые картинки на графиках, это целые истории, рассказывающие о настроении участников рынка. Просто вся эта информация выражена в свечках, которые очень легко визуально воспринимаются и читаются. Существует множество моделей, но я хочу поделиться с вами своими любимыми, которые, как показывает практика, почти всегда показывают верное направление. Первая модель, о которой стоит упомянуть, это поглощение. Она состоит из двух свечей. Первая – небольшая медвежья, а вторая – мощная бычья, которая полностью поглощает первую. Это явный сигнал о том, что быки начинают захватывать контроль над рынком и цена скорее всего пойдет вверх. Если вы видите такую модель, не упустите шанс и обязательно попробуйте ее отработать. Следующая интересная модель – треугольник. Это формация, когда цена колеблется между двумя сходящимися линиями, словно рынок пытается решить, куда ему двигаться дальше. Треугольники бывают восходящими, нисходящими и симметричными. Они часто предвещают пробой, и это отличный момент для торговли. Если цена пробивает верхнюю границу треугольника, это может быть сигналом для покупки. Если же пробивает нижнюю, готовьтесь к продаже. Эта свечная формация вообще самая топовая, потому что обычно, если происходит пробой, то цена начинает идти в нужном направлении очень активно. И еще одна очень мощная модель – это голова и плечи. Такая свечная формация выглядит как три вершины.
Первая, третья это плечи, а вторая голова. Она сигнализирует о возможном развороте тренда. Если вы видите, что цена пробивает линию шеи, это может быть знаком, что медведи берут вверх и стоит подготовиться к продаже. Эта модель часто используется для предсказания падения цены, так что не забывайте о ней. В общем, моделей много, можете погуглить или посмотреть у меня на YouTube канале в разделе сообщества. И я напоминаю, что каждая свеча это не просто элемент графика, это отражение эмоций и действий участников рынка. Изучая свечные модели, вы сможете предугадывать движение рынка так же, как опытный охотник предугадывает движение своей добычи. Ну а сейчас давайте поразмышляем о том, что хорошего и не очень в японских свечах. Начну, само собой, с положительных качеств, потому что их по понятной причине больше. База – это информация, легкость восприятия. Японские свечи – это не просто картинки на графике, они предоставляют гораздо больше информации, чем стандартные линейные графики. Каждая свеча – это целая история, открытие, закрытие, максимумы и минимумы. Благодаря этому мы можем лучше понимать, что творится на рынке, как будто бы у нас есть доступ к внутренней кухне трейдеров. Также свечи легко воспринимаются глазом. Когда рынок колеблется быстрее, чем вы успеваете выпить свой кофе, важно быстро оценить ситуацию. Спокойно перешли на старший таймфрейм, тем самым исключив колебания и шум. Там уже, если видите бычью свечу, понятно, что преобладают покупатели, то есть вероятность повышения больше. Если медвежья свеча, пора готовиться к продаже. Далее, несомненным плюсом является та самая масса всяких свечных моделей, с помощью которых вы можете предвидеть и разворот тренда, и боковик, и вообще любое по сути движение. Ну и конечно же гибкость. Японские свечи можно использовать на любых временных интервалах, от минутных до месячных. Это делает их универсальным инструментом для любого трейдера, независимо от стиля торговли. Так что если вы любите скальпинг или долгосрочные инвестиции, свечи подойдут вам как нельзя лучше. Если столько всего положительного у свечей, то какие тут вообще могут быть минусы? На самом деле я вижу только один серьезный минус, о котором стоит сказать. И это субъективность. Чтение японских свечей может быть довольно субъективным процессом. Каждый трейдер может видеть одно и то же совершенно по-разному, что в свою очередь приводит к разным решениям. Кто не понимает о чем я, представьте, что вы открыли график и смотрите на него со своим другом. Лично вы увидели на графике свечную модель поглощения, а ваш друг, наоборот, увидел свечную модель на повышение, как, допустим, молот. И получается, что это как в споре о том, какой футболист лучший. Каждый будет отстаивать свою точку зрения, и в итоге получим лишь путаницу. Это как бы один единственный минус. Хотя, может, даже это и не минус, а нюанс, который стоит учитывать. Но если говорить о ложных сигналах, да, свечи могут давать ложные сигналы. Но какие инструменты их не дают? Конечно же, таких нет. Поэтому это не минус, это скорее факт, который просто стоит принять. И, кстати, тут тоже есть решение. Хотите максимально исключить ложные сигналы? Используйте свечи вместе с другими инструментами анализа, такие как индикаторы или фундаментальный анализ. Не полагайтесь только на одни свечки, ищите подтверждения в других инструментах. Таким образом вы улучшите свою торговлю. В общем, друзья, что такое японские свечи, как их читать и какие модели есть, мы разобрали. Вывод такой, что японские свечи – это мощный инструмент в арсенале трейдера, но как и любая другая техника, она требует внимательного подхода и здравого смысла. Используйте их мудро, используйте в сочетании с другими методами анализа, и тогда они помогут вам. Не забывайте, что успех в трейдинге – это не только знания, но и умение применять их на практике. А у меня на этом все. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь своими мыслями в комментариях. Расскажите, какие модели японских свечей вы уже использовали и какие у вас были успехи. Давайте обсудим это вместе. А я напоминаю, ссылка на платформу с приветственным бонусом в 50% будет в описании под видео, а для вступления в нашу обучающую закрытую группу с бесплатными сигналами напишите мне в ВК с пометкой «Хочу в команду», либо можно написать нашему боту-помощнику в Телеграме. Всем профита, пока!